Иран столкнулся с одной из крупнейших вспышек коронавируса в мире. В пятницу жители страны в семейном кругу отмечали Навруз, персидский Новый год, но настроение было совсем не праздничное. Люди опасаются, что правительство скрывает истинный масштаб распространения вируса и что ситуация с COVID-19 может стремительно ухудшиться. Мохаммад без устали работает с первых дней вспышки коронавируса, спасая жизни своих пациентов. Он – врач в больнице в провинции Гилан на севере Ирана. Мохаммад не видел свою семью 14 дней. Он потерял нескольких друзей и коллег, в том числе бывшего наставника, профессора медицинского института, который недавно скончался от коронавируса. Такое происходит не только в нашей больнице. Вспышка коронавируса парализовала всю нашу систему здравоохранения, говорит Мохаммад. Моральный дух сотрудников очень низкий. Наши семьи очень обеспокоены, мы испытываем огромное давление, добавляет он. Мохаммад – не настоящее его имя. Оно изменено, потому что в Иране критика в адрес правительства может привести к аресту. Тем не менее, несколько врачей из северных провинций согласились рассказать BBC о тяжелых условиях, в которых им приходится работать, и о том, как, по их мнению, правительство плохо справляется с кризисом. У нас даже нет достаточного количества масок. Медицинские работники умирают ежедневно, рассказывает Мохаммад. Я не знаю, сколько человек умерло, но правительство пытается скрыть истинный масштаб кризиса. Они лгали в первые дни вспышки, говорит он. COVID-19 распространился по всем 31 провинциям Ирана всего за 16 дней. Кроме того, 16 стран заявляют, что первые случаи заражения вирусом попали к ним из Ирана. Это Ирак, Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Канада, Пакистан, Грузия, Эстония, Новая Зеландия, Беларусь, Азербайджан, Катар и Армения. Несмотря на это, как считают критики властей, правительство Ирана продолжает занижать масштаб вспышки коронавируса. В первом официальном заявлении о вирусе 19 февраля правительство советовало не беспокоиться, а верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаминеи обвинил врагов Ирана в том, что те преувеличивают масштаб угрозы. Неделю спустя, когда число заразившихся и умерших быстро росло, президент Хасан Рухани заявил о вражеском заговоре, имеющем целью запугать иранцев и остановить жизнь в стране. Президент призывал иранцев продолжать свою повседневную жизнь и ходить на работу. Контролируемые государством каналы недавно объявили, что коронавирус может быть произведенным в США биологическим оружием, а Хаминеи написал в Твиттере о биологической атаке. К субботе число умерших от COVID-19 в Иране перевалило за 1500 человек, инфицированных – больше 20 тысяч. Врачи из трех наиболее пострадавших провинций Ирана – Гилан, Голестан и Мазандарн – рассказали BBC, что тестов на коронавирус в их распоряжении нет, запасы медикаментов ограничены, в том числе базовых, ощущается также нехватка кислородных баллонов, масок, защитных перчаток, халатов. Врачам приходится оборудовать временные полевые госпитали. Одна из реаниматологов рассказала, что у них в городе койки для прибывающих пациентов расставили на футбольном стадионе. Все без исключения собеседники BBC из числа врачей на основании своего опыта делают вывод о существенном занижении официальной статистики. Врач из больницы в провинции Голестан подсчитала, что в среднем к ним привозят около 300 новых пациентов ежедневно. По ее оценкам, 60-70% из них заражены коронавирусом, но из-за нехватки мест в стационар кладут только тех, кто в критическом состоянии. А официальная статистика учитывает только тех, кто оформлен и лежит в больнице. На протяжении последних 2 недель, по словам этого врача, у нее умирали примерно по 5 пациентов в день. Зачастую больные умирали, не дождавшись проведения анализа на COVID-19. Умирают и сами врачи. 25-летняя медсестра из города Лахиджан умерла в конце февраля. Фото умершей стало вирусным в социальных сетях. Правительство отрицало, что она скончалась от COVID-19.
Контролируемые государством телеканалы продолжали изображать медиков как неуязвимых и полных сил героев, которые бесстрашно сражаются с вирусом и спасают жизни. Вскоре после ее смерти иранская организация медсестер подтвердила, что она умерла от коронавируса. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.